Всем привет! И вы снова на канале Creative and Shopping. Дорогие друзья, разрешите поздравить вас с наступающим Новым годом. И в эти предновогодние дни я хотела бы поделиться с вами идеей создания фальш-камина своими руками. Я очень вдохновилась этой идеей, и мне захотелось, чтобы в доме был уголок тепла и уюта, в то время, когда за окном зима, холода. Мастер-класс я нашла на прекрасном канале «Мама Мила». Идея мне понравилась, и я решила повторить. Но идею по декору камина я придумала сама, чем и хочу с вами поделиться. Ссылка на канал «Мама Мила» я оставлю в описании к этому видео, и давайте начинать. Для изготовления фальш-камина нам потребуется 3 вот таких листа пенопласта размером 120 на 100 сантиметров. Каждый стоит 182 рубля, покупала в Леруа Мерлен. Также вот такой клей-момент монтаж стоимостью 250 рублей. Также нам понадобится нож. Вот такой монтажный или строительный. Малярный скотч и вот такой строительный уголок. Также рулетка. И давайте начинать. Размеры нашего фальш-камина мы скачали из интернета. И будем сейчас по этим чертежам вырезать необходимую нам форму. Начинаем с основания нашего фальш-камина. Размер будем вырезать 110 сантиметров на 30 сантиметров. Также обязательно приготовьте пылесос, потому что пенопласт будет очень сильно сыпаться. И нужно будет сразу крошки все вот эти вот собирать пылесосом. Итак, мы отмерили и начинаем резать. Резать лучше на чем-то более жестком, поэтому мы решили использовать ламинатную доску. В качестве линейки также прибегаем к подручным средствам. Для этого мы приспособили вот такой вот, по-моему, дверной косяк, если я не ошибаюсь. Так, на оставшемся листе мы отмерили, вернее, наши фасадные части, лицевые. И сейчас мы вот их будем вырезать. Сейчас отрезаем лишний кусочек, который нам не нужен. Так, подводим результат по первому листу. Из него у нас получилось основание камина. Вот на фотографии вот оно. Далее, что у нас получилось? Это вот такие две детали. Фасад камина. На фото вот они. Вот первая, вот вторая. И также из первого листа пенопласта у нас получилась вот такая деталь. Это, если посмотреть на фото, вот эта часть, внутренняя часть топки самого камина. Теперь мы берем второй лист и вырезаем остальные детали. Из него мы будем вырезать вот эти вот боковые части, вот которых не видно на фотографии. А также из второго листа пенопласта мы будем делать вот оставшуюся часть топки камина и его потолочную часть, которую тоже на фотографии не видно. И вот эти вот тоже боковые. Итак, все детали вырезаны. Обзор на них сейчас я вам сделаю. Это у нас фасад, это у нас верхняя крышка, вот это и вот это боковые, это задняя стенка, а это боковые вот у самой топки здесь вот стороны с этой стороны и потолок топки самой. Теперь мы хотим на малярный скотч собрать все эти детали.
чтобы посмотреть, нет ли где ошибок в расчетах, а потом уже будем склеивать их все между собой. Наша конструкция частично собрана. Это вид сзади. Мы всю ее склеили на монтажный скотч, и сейчас мы будем ее, наверное, ставить. Ошибочка. Сейчас мы будем заднюю стенку также приклеивать на монтажный скотч и верхнюю крышку. И уже покажу вам, как она будет полностью вся собрана. И вот таким образом выглядит наша конструкция. Мы ее уже склеили клеем. Сейчас она стоит и сохнет. Единственное, мы не приклеили пока еще заднюю стенку, и к самому основанию тоже еще не приклеено. А так, мне кажется, на мой взгляд, получилось очень даже симпатично. Я результатом довольна. И теперь можно приступать через некоторое время, можно приступать к самому интересному занятию. Это к декору нашего камина. Декорировать можно различными способами. Можно купить в строительном магазине различные материалы. Можно самим имитировать кирпичную кладку. Самим эти кирпичики сделать, вырезать из картона или из того же пенопласта. Но я, скорее всего, поеду в строительный магазин и посмотрю, что мне там приглянется, то я и куплю. Возможно, это будет обои, возможно, это будет какая-то самоклейка, имитирующая кирпичную кладку. Возможно, это будет какая-то пластиковая панель. Но в любом случае я что-нибудь подберу обязательно, что-нибудь придумаю. И, естественно, дальнейшие преображения нашего камина я вам буду показывать. Вот так выглядит мой камин на этом этапе. Что мы сделали? В строительном магазине я приобрела вот такие панели. Каждая стоит 120 рублей. Мы купили 5 штук, померив изначально, сколько нам потребуется. И обклеили этими панелями наш камин. Вот так получилось. Остались вот эти места, специально я оставила. Мне кажется, так выглядит симпатично. И, к сожалению, из этой панели нет возможности вырезать все, допустим, по кирпичикам и подклеить, так как вся панель держится на вот этих местах. Сейчас я вам переверну, и вы посмотрите, потому что здесь, видите, углубление, и как бы приклеить невозможно будет. Поэтому я решила оставить вот таким образом. Неплохой результат. Мы хотели вообще как бы шпаклевать вот эти места шпатлевкой, но не стали. Покрыли просто акриловой эмалью белой, и получилось довольно-таки неплохо. Потому что вот здесь были видны немножечко... виден был клей, и теперь, как вы видите, все беленькое, красивенькое, и такая текстура у пенопласта, как будто бы это такая стена, просто не заклеенная кирпичиком. Далее, также в строительном магазине купила вот такую 2-метровую штучку, это называется плинтус потолочный. Я выбирала по возможности такой самый плоский, чтобы он вот так вот таким вот образом не торчал. И сюда приклеила. Также получилось довольно-таки симпатично. И теперь переходим вот к этому месту, к топке. Сюда я покупала тоже в строительном магазине 2-метровую вот такую. Это называется багет. Он не из пенопласта, он из пластика. Красивый такой рисунок на нем, но я его буду в дальнейшем закрашивать. Он мне немножечко не подходит, выглядит достаточно вычурно, на мой взгляд. Я его немножечко, наверное, подкрашу белой краской, чтобы вот этого золота не было. Итак, не сказала, вот этот плинтус 2-метровый стоит 60 рублей, а этот багет, тоже 2-метровый, стоит где-то рублей 110, 120, 130, ну, в зависимости от
дизайна и от его ширины. Дальше. Внутри топки мы вот сюда наклеили уголки, тоже пенопластовые купили уголки. Там они стоят вообще копейки, рублей 20, может быть. Вот так вот это выглядит. Ни одного кусочка у меня не осталось, чтобы вам показать. Но я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Вот такой внешний вид приобрел мой камин. Теперь, что мы будем делать дальше? Верхнюю часть мы вот здесь тоже немножечко прошпаклевали шпатлевкой и затерли наждачкой, потому что был здесь небольшой, как сказать, выступ, что ли. То есть не прям ровная поверхность была, а сейчас все ровненько-ровненько. И в магазине Fix Price я взяла вот такую самоклейку под мрамор. Мне кажется, она идеально подходит по цвету к моему камину. И сюда я хочу, это будет как бы имитация такой мраморной поверхности, как будто бы здесь мраморная плитка лежит сверху на каминной вот этой полке. И еще одно дальнейшее действие – это декор постамента вот этого нижнего, на чем стоит сам камин. Также я его буду, вот здесь вот внутри я его буду обклеивать этой же панелью, вот это место. А здесь уже посмотрим, так как я уже сказала раньше, что вырезать каждый кирпичик и приклеить будет проблематично. Начинаем работать. И вот так получилось у меня с использованием самоклейки. Мне результат очень нравится, смотрится классно, здорово, и она еще так блестит, как будто бы на самом деле это какая-то такая вот керамическая плитка. Здорово. Сейчас покажу вам общий план. И осталось доделать низ самого камина, основание. И будет все готово. Продолжаем работать. Посмотрите, пожалуйста, что у меня получилось. Моя мечта сбылась. Я очень хотела сделать, и я достигла своей цели. Я думаю, что у меня все получилось. Я доделала все, как и задумала. Здесь чуть-чуть у меня краской перламутровой. А этот багет я чуть-чуть все-таки белой красочкой покрыла, чтобы спрятать вот это золото. Ну и, конечно же, я довольна результатом. Единственное, что пока меня огорчает, это то, что он еще не украшен по-новогоднему. Вот я поставила только Дед Мороза, Снеговика и елочку, чтобы хотя бы немножечко его украсить. Но в следующем видео я вам обещаю, что мы его будем наряжать вместе. Будет рум-тур. Я готовлюсь уже к Новому году. Буду украшать в ближайшее время свою квартиру. Конечно же, и камин тоже. И все-все вам покажу. Надеюсь, что выйдет это видео за некоторое время до Нового года, чтобы вы смогли что-то повторить, если вам понравится. Возможно, какая-то идея приглянется. Так что дерзайте, творите, не бойтесь трудностей, делается все очень просто. Нужно захотеть очень сильно, и у вас это обязательно получится. Я с вами прощаюсь. Всех целую и всем пока.